Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Вы часто в комментариях пишете, что нужно нам подтянуть мазокран. Именно этим мы и займемся в этой серии. Я не знаю, насколько мы продвинемся, что мы будем делать, но знаю одно, что нам нужно сделать гидроусилитель, потому что это проблема. Передвигаться на мазе очень сложно, очень сложно. Также хочу подварить немножко кабину. Возможно, мы его подтянем немного по электрике, потому что у нас не работают в крановые установки ничего. Вот, может быть, мы доставим какой-то свет, чтобы у нас был, чтобы мы могли в темное время суток работать, потому что один раз нам уже пришлось это делать. Поэтому в любом случае будем заниматься мазом. Параллельно нам нужно чуть-чуть разобраться с шишигой, там поменять патрубки. Сейчас тоже покажу вам, трубку там сделать, посмотреть. Одним словом, работы будет очень много, поэтому вы, как обычно, присаживайтесь поудобнее. Ну а мы возвращаемся к реанимации нашего маза. Он полностью рабочий, выручает нас, все вы это знаете, но он требует еще доработки. Вот, так что огромное всем спасибо за поддержку на Бусти. Если у вас есть желание поддержать нас, то обязательно переходите по ссылке в описании, поддерживайте и будете получать каждые 2-3 дня информацию о том, что происходит у нас в гараже в виде маленьких коротеньких видосов. Вот, огромное всем спасибо, кто уже поддержал нас. Огромное от души спасибо. Дальше только работа. Вам приятнейшего просмотра. Не забудьте налить чаек, печенюшки. Все как вы любите, но мы начинаем. Откручиваем здесь у шишиги параллельно с ремонтом маза. Вот эти вот хотим поменять патрубки и вот эту трубку. Она, зараза, я ее уже заваривал. Посмотри снизу есть следы? Ну, типа ржавчина какая-то есть там. Надо вот посмотреть и еще подварить, Леш. Да, эту трубку. Ну и будем заливать антифриз, потому что шишига у нас, как вы помните, мы ремонтировали радиатор. Но все отлично, вода держится, значит заливаем обратно антифриз и все будет четко. Ага, ну так-то более-менее нормально, да? Может каким клеем еще поверху пройти, знаешь, чтобы оно не сочилось. Или сваркой поверху пройти. Тут очень стрёмно, я помню, варил тогда, она тоненькая очень, понимаешь? Ну что? Ну, если тебе хочется повозиться, можно аккуратно заварить, типа, да? Ну, поверху все заплавить. Это трубка, которая здесь вот только что мы сняли. Ну, сейчас что-нибудь придумаем, закинем новые патрубки. А еще у нас одна проблема, это плывет гидроусилитель. Его тоже нужно будет снять и поменять на новый, либо вот поменять здесь сальник. Ну, наверное, мы на новый просто поменяем, у нас есть в запасе. У нас замена вот этого всего механизма, как вы можете наблюдать. Он у нас плывет вот там, и все масло вытекает. То есть у нас есть новый. Чуть попозже я вам покажу. Ну и здесь пол у нас нужно тоже сделать, потому что дырка некрасива. И также я купил вот лючки. Вы можете посмотреть, они лежат там внизу. Их тоже нам нужно установить сюда на маз. Здесь интересная конструкция, там на крючочках, блин. Ну, надеюсь, получится собрать. Я думаю, справимся. Так, убираем каску, потому что будем поднимать кабину. Вот. Также я не помню, что у нас там по воде. Надо долить антифриза. Сюда у нас залит антифриз. Вот. Ну, я думаю, можно поднимать кабину. Классика. Классика автомобилестроения СССР. Друзья, вы видели, что происходит с ценами на автомобили? Некоторые дилеры снижают цену, некоторые наоборот повышают. В этом случае при покупке автомобиля вам поможет сэкономить бесплатный сайт autospot.ru, потому что на этом сайте есть практически все марки автомобилей. Вы обязательно найдете что-то на свой вкус. На Автоспот собраны все предложения от официальных дилеров, а самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Вы наверняка слышали, что автомобильный рынок стоит на месте, поэтому дилеры делают очень большие скидки. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть на 100 тысяч больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте мобильное бесплатное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать. Ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании, проходите и пользуйтесь.
Теперь у нас хороший доступ к гидроусилителю. Ну и ничего не мешает нам приступить к его замене. Смотрите, вот такая деталь к нам приехала. Схема была немножко сложная, но она получилась. Огромное спасибо Ивану, нашему зрителю-подписчику, которого лежал вот такой вот новенький ГУР на МАЗ-Лобаты. И он здесь специфический, свой. Как я уже не раз говорил, мир не без добрых людей, поэтому Ивану огромная благодарность от меня лично и от канала Custom Truck. Но сейчас нам предстоит замена. 2 пальца и 1 палец прямой. 2 конусных и 1 прямой. Не все так просто. Потому что нам нужно выбить вот здесь палец и вот здесь. И вот здесь. Так что сейчас чистим все и будем пробовать, что у нас с этого выйдет. Вот за этот я немного волнуюсь, пальчик. Конусные мы выбьем, а вот этот не знаю, как он устроен здесь вообще. Здесь тоже, вот здесь у нас проблема именно вот в этой части. Так. Ну что, откручиваем их. Я переживал за этот палец, но потом Леша мне подсказал, что, возможно, он просто туда выбивается насквозь. И так оказалось это правильно. Он просто выбивается насквозь. Интересно, он вывалится там или уперся во что-то? Все. Типа можно снимать, осталось только вот этот. 24, наверное. На, почисти. Русский, чтобы было. Давай. Нам же тяга это нужна. Ну да, стоп. Думаем, подожди. Ну давай. Смотри, соскочишь же от удара. Держишь? Давай. Давай еще, мне кажется. Есть. Ну, я думал, это дольше займет времени. Буквально быстро нам удалось это все вынуть. Но теперь у нас там с пальцем проблема. Как его обратно затолкать? Как Не, думаешь? нет проблем, вот я его руками Что, нащупал. достаешь? Да. А достать его нельзя, мы бы его обратно с этой стороны забили. Не спеши только. Ну, пошел. Все. Вот это МАЗ. Так. Я думал, что нам придется здесь наваривать, обратным молотком это все выбивать. В итоге просто палец насквозь пробивается. Ну это классно, конечно. Все, сейчас стопорим его и зажимаем там. Леша параллельно с нами здесь делает шишигу. Новые патрубки, новые хомутики. Что там? Надо крутнуть руль. Ты можешь или нет? А, вот так ты можешь. Ну-ка. Вот. Опа. Все, Найку нажимай. Скажи Наечку. Финальный этап. Зажимаем шланги. И сейчас зальем масло и будем пробовать. Однажды у Юры была проблема, им чисто на стопоре висела, представляешь, тяга. Офигеть. Разбила резьбу на гайке, гайка открутилась, потом разбила резьбу на гайке, и потом она держалась чисто на стопоре, эта гайка, представляешь? И Офигеть. благодаря стопору не вывалилась тяга рулевая. А стопор вынули и гайку вот так сняли с этого. Была такая ситуация. Казалось бы, это невозможно, блин. Пробуем? Угу. Закрывать? Да, закрывай, иначе он будет сюда, наверное, бомбить. Закрою. Закрой лучше, потом открутим.
Всегда фиксируйте кабину, дабы избежать эффекта щиплова. Гидрач работает, но непонятно. У нас МАЗ выставлен. Сейчас мы лапы опустим и станет понятно, работает он или нет. Но решили, прокачали. Сейчас попробуем долить масло, глянем уровень. Сняли насос гидроусилителя с шишиги. И наша задача сейчас перекинуть вот эту вот кастрюлю на наш новый насос. Вот он, и шкив тоже перекинем сейчас. И у нас будет новый насос на шишиге. Все, насос гидроусилителя мы собрали. Леша установил его. Новенький насосик. Готов? Нейтралку включи. Пробую. Давай. Так, все отлично, работает. Все, супер. Следующее, что нам нужно сделать, это колесо. Разобраться, что здесь произошло. Надо снять вот эту кран этот и посмотреть, что там. Как выяснилось, у нас просто проблема с краном. Он сполз немножко. Видимо, шины спустили сильно, и золотник выполз из самого крана. Вот так кран устанавливается, сюда одевается. Потом заходит в трубку накачки. И вот там его нам нужно сейчас зажать. Обжать, скажем так. Плохо подлазить. Еще одна проблема. Обнаружилось, что в шишиге нету, к сожалению, зарядки. Но причина была установлена быстро. Капут щеткам. Они просто стерлись. Видимо, когда мы в болото заехали, вода попала, и оно моментально стирается. Ну, есть у нас повезло, есть запасные, поэтому сейчас там внутри почистим и установим новые щеточки шишиги. Вот такое бывает. Оффроуд — это всегда дорого. Заводи мотор. Поменяли одну свечу, мотор стал лучше работать. Тогда, когда мы испытывали, она что-то троила, пыхтила, но в любом случае, видите, машины должны прогреваться и работать, иначе засирает свечки. Но это в шишиге у нас, в принципе, первый раз. Скорее всего, само качество свечей, потому что такого не было раньше. Ну, обычные здесь недорогие свечи, куда они будут работать? Леша, ну-ка газани, как ты любишь. О! Вообще огонь работает. Мы пробовали сделать минимальные обороты, и это выглядит прям, ну, завораживающе. То есть можно вот так сделать, представляете? И считать поршни там. И она будет вот так работать тоже. При том, что у нас накачка включена, видишь, компрессор еще сопротивляется. Я просто в шоке. Но тут вовремя надо еще добавить, да. Ну, в общем, вот так. Все, шишигу навели, продолжаем заниматься нашим мазуриком. Красавчик. Еще что мне нужно сделать по мазику, это установить бардачки вот сюда. Сейчас это я бардачки на разборке купил, но, к сожалению, блин, тяжело найти хорошие. Вот этот такой немножко подуставший. Ну, сейчас Лешу попросим, он зачистит, подкрасит. Здесь даже эта штука отломана. Вот, и здесь мы сделаем, установим их, прикрепим. Необычная здесь система крепления, вот с таким болтиком. Вставляешь и болтик вот туда прикручиваешь. И здесь то же самое. А я еще хотел попробовать, во-первых, хочу поубирать, вот это открутить еще здесь. Немножко навести порядок. Здесь стояла дополнительная печка, которая, ну, нам не нужна. Мы тут зимой работать не будем, уберем эти шланги. Вот, и подкрутим вот это вот. Ну, некрасиво здесь. Вот, также хочу попробовать что-то посмотреть там с кулисой. Может, как-то придумать какой-то или ремкомплект. Я не знаю даже. Есть какая-то вот электрика на кран. У нас же в кране ничего не работает. Видите, переключается автомобиль, кран. Что к чему? Тоже непонятно. Но вроде как заводское выглядит. Леша пока занят герметизацией швов на БРДМе. Поэтому лючки буду делать сам. Сейчас взял дощечку. Наша задача их подровнять.
Найден раритет в ходе восстановления. Это наклейка от жвачки Turbo. Вот такая, я не знаю, что это, Mazda, что ли. А, наверное, это английская машина. Да, MG F Roads. Да, 2000. Не, это 203. В общем, жвачка Turbo. Крышки наши высохли, и сейчас мы установим. Смотрите, какая здесь конструкция. Одеваешь на крышку, потом сюда, вот так, и болтиком прикручиваешь. Так что сейчас мне нужно вот этот открутить болтик. Наверное, все-таки вручную я не откручу, надо идти в тиски опять. Ну, сейчас соберем, здесь то же самое. Оказывается, их нужно две ставить одновременно. Много. Ну и вот здесь вот так будет. Ну вот, бардачки все собрал. Теперь это работает аккуратненько, красиво. Отлично. Сейчас хочу открутить вот эти вот. Вот это все убрать. Не красоту эту. Ну и здесь у нас якобы это дополнительное какое-то сиденье было. Непонятно. Чуть-чуть наведу здесь порядочек в кабине, чтобы у нас аккуратнее все было. Вопрос к мазоводам, которые шарят в этих мазах. Вот это отверстие, но явно оно не заводское, я так понимаю, да? Если кто знает, ответьте, это несложно. И еще вот вопрос по этой спинке. Это завод или нет? Или это тоже самопал? Тоже очень интересно. Но явно здесь, вот видите, было сиденье. Якобы можно было сидеть. Ну, интересно, кстати. Самопал это или нет? Немного я занимаюсь электрикой. Моя задача какая? Нам нужно сделать, чтобы в кабине был у нас ток и чтобы у нас в кабине работала температура и давление. Какая конструкция наверняка вас интересует, но во всяком случае мне очень интересно, как это работает. Но в кране работает это так. Вот во всяком случае в нашем. Есть токосъемник, вот такой специальный, 4 дорожки на нем. Но приходит только 2 провода, не знаю почему. Почему-то 2. И таким образом передается, то есть вот эта часть стоит на месте, а когда кран крутится, то вот эти вот щетки, они снимают электричество. Вот такая конструкция. Гидравлика же передается, вот я понимаю, по этим трубкам, подача и обратка. Вот тоже там какие-то будут резиновые уплотнения, но у нас, кстати, эта конструкция не плывет. Это очень важно. Вот, ну сейчас попробуем. Мне не нравится, что здесь всего лишь 2 провода. Должно быть, по идее, 4. Это у нас давление, температура, основной плюс и стартер. Вот, я так понимаю. Поэтому сейчас, скорее всего, придется нам переделывать, закидывать еще 2 провода сюда. Вот, а здесь, смотрю, вот выхода 4 с этих колец. Ну, сейчас попробую прозвонить. Что у нас из этого получится. После того, как мы полностью помыли токосъемник, сейчас нам нужно проверить. Вот, есть. Есть ли ток на кольцах. Так, это у нас нижний. Так. Потом средний. Средний, потом чуть повыше и самый верхний. Да, все кольца живые, но Леша там откручивает панель, и мы нашли
необычную заначку. Потом чуть попозже покажем вам. Я ее еще не видел. Вот только сегодня мы нашли за сиденьем. Там серьезная вещь. Сейчас увидите. Так, еще нам нужно проверить работоспособность щеток. Есть. Леша, угомонись, возьми ВДХу. Ну, не могу снять видос для друзей. Сколько ты будешь скрипеть там? Все дорожки работают. Все дорожки у нас, кстати, в хорошем состоянии. Никаких проблем по ним нету. Итого у нас есть 4 возможности снять электрику. Так что сейчас будем закидывать еще сюда 2 провода. И у нас будет идти 4. К проволоке сзади я примотал 2 провода. И сейчас попробуем их туда завести. Вот так это выглядит. Изолентой заматываю, чтобы не цеплялось. Ну, да, там коврик лежит. Смотри, там проволоку тяни и тяни 2 провода. Видишь их? Да. Пролезли? Проволока пролезла? Да. Ну тащи, потихоньку, не спеши. Давай. Тяни, тяни, я скажу, когда все. Я уже провод вытянул. Тяни, тяни, не чувствуешь. Тяни. Почти. Хорош. Синий провод у нас будет провод на датчик давления, указатель давления масла. Он пошел вниз по раме и параллелится вот с этим бочонком на давление масла. Ну и сейчас посмотрим. У нас 2 есть провода, которые идут. Вот они как раз 2 белых видны. Они отдельно идут. Это 2 толстых белых провода. Сейчас мы сделаем, чтобы выключатель включал всю плюсовую систему там на самом кране на установке. Я буду подавать ток, а Леша будет щупать, появляется ли он там. А вот, кстати, та самая находка. Не Макита, а вот эти вот барашки. Посмотрите, сколько их здесь. Откуда их столько, блин. Ну, теперь у нас будет решена проблема на кразе. У нас не хватает. Это всегда нужный очень материал. Вот, следующая наша задача. Здесь Леша наконец-то открутил панельку. Так, мы сейчас попробуем найти, нащупать провода, а потом подадим ток и посмотрим, что с этого выйдет. Что у нас работоспособно, что нет, потому что вот в этих переключателях я сомневаюсь. Они вроде как и надежные, но очень часто подводят. Вот так у нас будет включаться все электричество на кране. Так отключаться. Сюда запараллелим вот 2 провода, отсюда у нас будет идти основной плюс и стартер. Вот стартер возьмем с замка, и он пойдет, у нас здесь есть магистраль, вот, он пойдет на концевик. То есть у нас будет, пока что уже будет основной плюс, и второй провод — это провод на стартер. У нас есть вход. Это у нас основной вход, запитка всего крана. Это у нас стартер. Это у нас датчик давления масла, а датчик температуры сейчас будем делать. Вот он будет у нас. Я здесь могу уже по сути соединяться и проверять контактную пару на предмет работоспособности. То есть это у нас только провода приходят с крана. И сейчас они пойдут на вот эти токоподаватель, потом с токоподавателя на токоприемник, и вот на этих болтиках у нас уже будут. Вот, а потом нам предстоит разобраться еще вот с этой всей фигней, но здесь, видите, друзья, как опасно. Поэтому будем это все отсоединять, потому что здесь жутко. Вот, вся, к сожалению, электрика испортилась, и она не работает. И она опасная. Открыли кабину, датчик температуры вот у нас. Сейчас тоже сюда подсоединяемся и пойдем по раме туда-назад. Нашли 4 провода. Нужные нам, вот они идут, они шли вот на эту фигню. Но я их открутил. Обрезать ничего мы не будем, пусть лежит здесь проводка, ничего страшного. Мы будем использовать основной плюс,
ну, как 4 провода, датчик давления, датчик температуры и стартер. Вот у нас 4 провода будет активных. Здесь будет запитываться основным плюсом переключатели, будет включаться свет, соответственно, будет включаться все нам необходимое. И будут работать вот 2 прибора вот этих. Леша там у нас делает, соединяет этими клемниками провода. И будем подключаться к токосъемнику. Также нам нужно подсоединить фары. Вот здесь будем разбираться, что как. Здесь вот масса сделана, но нехорошая. Ну, мы снимем, фары у нас есть. И вот там фару поменять бы, блин. Видите? Вот, ну и нужно будет найти выход на эту фару. И еще один провод, получается, провести. Здесь найти среди этих проводов. Он здесь есть. Но из-за того, что там все замкнуто, полностью все, мы не можем прозванивать. То есть чисто так вот механически их тащить, это не совсем правильно. Очень медленно мы продвигаемся, но продвигаемся. Сейчас Леша припаял фару. Новую фару поставим. Также здесь отсоединили сигнал. Его тоже все зачистил Леша. Не факт, что он работает, конечно. Кажется, он полный воды. Но мы его затестим. Работает так работает. Не работает, ничего страшного. Панель активирована. Температура присоединена. Давление масла присоединено. Сейчас я буду делать кнопку стартера. Вот будет масса заводиться. Вот так будет делать. Ремонт электрики — это всегда такое нудное, муторное дело. Ты постоянно копошишься. Ты можешь провести, блин, полчаса просто так вот в поисках чего-то, что ты не понимаешь или что ты не можешь найти причину. То есть это всегда очень-очень такое дело, блин, стрёмненькое. Вот. Но тем не менее, его нужно делать, и от этого никуда не уйдешь. Сейчас я подсоединяю сигнал. К сожалению, наш заводской, который здесь стоял, он не работает. И я устанавливаю новый. Мы с Лешей проверили, нашли рабочий там. Ну и кнопку хотим все-таки оставить родную, она влагозащищенная. Включил я массу в мазе. Включил на выключателе кран. И теперь у нас есть внутри все. Приборы активируются. Сигнал активируется. Все работать должно, друзья. Должно, получается. Масса здесь есть. Сейчас еще дособираем. Уже установили сигнал. И сейчас Леша закрепит фару. Я держу ее, Леш, давай. Нажимай. Сможешь так? Давай, я держу. Вот, осталось только подсоединить здесь вот 2 проводка нам. И все. Мы готовы к тому, чтобы закрывать уже панель. Зачистили, чтобы хорошая была масса у нас на панели. Вот, и сейчас будем ее зажимать. Стартер работает, но пришлось мне, друзья, устанавливать реле стартера, потому что напрямую через кнопку не срабатывало. Огромное спасибо Виктору, который когда-то мне давно в Германии дал релюху офигенную, бошевскую. Сейчас вам покажу, не удержусь. Вот релюха бошевская, очень мощная, 50 амперная, и она у нас теперь на стартер в нашем мазурике. Так что Вите огромное спасибо. Вот периодически пригождаются все его маленькие ништяки. Клеммы, отверточек, он много мелочевки мне надавал, мы до сих пор пользуемся. Вот они, отвертки, качественнейшие. В адских условиях эксплуатируются и не сдаются. Вот, но сейчас все соберем до кучи и сможем полноценно протестировать. Пока что не показывает почему-то давление масла. Вот, возможно, из-за того, что нету массы на втором датчике. Они запараллелены у меня, не знаю, ну, который там сзади. Вот не знаю, будет ли они параллельно работать корректно, не знаю. Фара работает. И сейчас наша задача сделать вон ту фару. Все собрали. Единственное, друзья, не знаю, блин. Когда включен кран, у нас показывает 2 давления. Температура вроде четко. Кран отключаешь, все становится на свои места, но температура показывается больше. Включаю на кран, то в кране все показывает правильно, а здесь показывает ерунду. В общем, непонятно, но очень интересно. Ой, вода плывет.
Так, ну что, темнеет сейчас гораздо быстрее. Ну, еще хорошо, что нету дождя. Нашли мы там плюс. Все есть на стреле. Так что осталось там поставить фонарь. Завтра Леша займется переваркой кабины. Меня не будет. Вот, а он восстановит вот эту часть. Мазик наш преображается. Работы по нему, конечно, много. Но по электрике мы очень сильно его подтянули. В этом сезоне красить мы его уже не будем. А весной мы его обязательно покрасим. Продолжается процесс восстановления МАЗа. Вот потихоньку, помаленьку Леша восстанавливает. У него так классно это все получается. Сюда тоже положим шинку. Я же там тоже навожу порядок. Мою Volvo. В общем, все параллельно у нас идет вот так вот. Пока Леша будет переваривать кабину, я займусь восстановлением еще одной детали, которая нам мешает хорошо управлять МАЗом. Это кулиса. Она здесь очень сложная, на самом деле. Стоят два механизма, управляющие переключением передач. Вот этот рычаг основной наш, он вот здесь был соединен. Мы просто уже разъединили здесь, чтобы попытаться посмотреть, реально тут это сделать или нет. Вот, в общем, вот так этот рычаг становится, и здесь вот вы включаете. Третье, четвертое перемещается взад-вперед. Это меняется диапазоны на коробке. То есть вот там вращается тяга, которая идет на коробку, и она там переключает. У нас здесь везде болтанка. То есть есть люфт и туда, и сюда. Сейчас мы хотим снять вот этот элемент, кулису. Убрать болтанку вот здесь, вот это все убрать. Вот. После такого ремонта, я думаю, передачи будут переключаться гораздо легче. Да, это нужно будет повозиться капец, но вариантов нету, нужно это делать. Так что, Леш, посмотри, насколько там открутишь ты этот корпус. У нас уже здесь я отсоединил эту тягу, нам осталось только с той стороны открутить 3 болта, да, там 4. Последний болт? Угу. Сейчас. Еще. Вот. Супер механизм. Возможно, у кого-то, блин, он новенький лежит. Вот так он выглядит изнутри. Вот эту болтаночку тоже убрать бы. Видите? Шарик там болтается. Ну ладно, сейчас будем разбираться. Нет, тут все хорошо, видишь, только вправо-влево. Ну, еще давно. Ладно, разберемся сейчас. Отсоединили центральную тягу там. Сейчас попробуем ее вытащить. Но не знаю. Что там, может, еще подвесной какой-то есть, Леш? Я думаю про это. Не, нету ничего. Вон туда его доставай. Только не крути ее лишнюю. Ничего не кручу. Эй, там поправь провод, попал как раз, зараза. Все, еще одна крестовинка вынута. Вот такая выработка, видите, коленвал. Вот это все убрать, и должно все работать гораздо лучше. Сейчас будем заниматься. Ну и оцените работу мастера нашего Алексея. Все идеально, просто идеально. Вот там сейчас нам надо барашки открутить и вынуть рычаги тоже, и будем заниматься переваркой той части. А второй рычаг у тебя? Давай, беру. Начинаю процесс восстановления. Что для этого? Рассверливаю отверстия под более толстые пальцы и буду точить на станке пальцы. Такая задача. Контролирую, чтобы я шел вертикально, вот с помощью фаски, которую вижу там. Ну, в принципе, сверло хорошо идет, поэтому все четко, вот, никуда не уходит. Есть. Теперь мне нужно сделать здесь тоже отверстие. Вот такой же диаметр.
Вот здесь разбито, видите? Ну нормально, ничего страшного. Так, один палец у нас готов. Ну точнее, под него отверстие, можно так сказать. Это 11 диаметр. Вторую я тоже сделал. Вот сверло 10,2. Оно плотненько вставляется. Вот. И все четенько будет. Пока мы с Лешей обедали, волшебная фея на станке без перчаток выточила вот такие вот 2 пальца. С одной стороны у нас стоять. С одной стороны у нас палец на 11. Это не то. Вот так. Вот. Все плотненько. Ну, я не знаю, там полмиллиметра есть зазорчик. Но это вообще ни о чем, я считаю. Так, а со второй стороны у нас фея выточила четко или нет, интересно. Я еще не примерял. Так, это, по-моему, вот так было, да. Это было вот так. О! Огонь. Все, огонь. Единственное, надо вот сюда шайбочек еще подложить, чтобы не было болтанки. Не, ну слушайте, вообще супер. Но без болтанки совсем, если подгонять, то это будет очень плотно и будет клинить. Это ничего страшного. То, что есть минимальный зазорчик, это наоборот хорошо. Так, продолжаем. Тщательно подгоняю пальцы, потому что это самая ответственная работа. Я просверлился, и сейчас нужно выточить очень четко пальцы, чтобы они не болтались в корпусе. Опа, видите? Все, четенько. Так, ответная часть еще, ну-ка. У меня есть одна 10,5, а вторая 11. Вот это вот получается 10,5, она не лезет. А 11 лезет. Ну, чуть-чуть болтанка. Но болтанка это хорошо, потому что нам все равно нужен какой-то зазор. Иначе это все будет клинить. Постоит чуть-чуть машина и заклинит. Ну, в общем, осталось только отверстие под шплинт и отпилить. Во время переварки пола мы столкнулись с проблемой вот с такой, что у нас траверса, вот эта держащая пружина, выгнулась вот так немного дугой. Сейчас хотим ее вернуть обратно, приварить здесь, усилить немножко, потому что пол перевариваешь, криво-косо все. Поэтому решили сделать это. Нужно сейчас приварить вот сюда нам крючок и за него тащить, стукая по вот этой штуке. Вот так мы зацепились за балку и сейчас будем пробовать. Леша побежал за молотком, здесь простукивать и там простукивать. Должно быть все получиться. Так, усилили мы эту пластину таким профилем. Не совсем красиво получилось, но тем не менее пойдет. Сейчас наша задача внутри заварить вот эту вот часть. И в принципе теперь будет все четко. Пол у нас выровнялся ровный. Вот, так что теперь будет все красивее. Все, наконец-то мы переварили весь пол. И сейчас Леша пройдет, покрасит здесь все аккуратненько, чтобы не ржавело. Потом мы докупим ковер сюда, застелим, и будет все аккуратненько. Ну а пока что продолжаем заниматься, кулисой. Тоже предстоит работенка. Ого-го. Юра приехал с рейса, моет вольвочку. Решил я все-таки попытаться убрать вот эту маленькую болтанку. Она у нас есть. Она незначительная, но если нам удастся разобрать,
то будем, сделаем. Я просто волнуюсь, что во время перекоса шар, который внутри, он может начать клинить. И мы сейчас попытаемся в гонке за супер качеством вымучиться с восстановлением кулисы. Попробуем, а там потом будет видно, что это такое. Среди наших зрителей есть очень много внимательных зрителей, которые замечают что-то на заднем фоне еще. Возможно, кто-то из вас заметил, что у меня перчатки в синей краске. Да, действительно, происходит процесс покраски нашего ЗИЛ-К. И в следующих сериях вы увидите интереснейший и интереснейший захватывающий процесс восстановления ЗИЛ-4972. Так что не переключайтесь и обязательно подписывайтесь на канал. 60% смотрят нас без подписки. Как выяснилось, достаточно было вот такой одной капки, чтобы у нас исчез люфт. Он со временем появится, естественно, но мы не собираемся эксплуатировать наш МАЗ прям настолько активно, куда-то лупить рейсы, поэтому я думаю, это восстановление прослужит долго. Следующее, что нам нужно сделать, это закинуть всю эту конструкцию в МАЗа. Вот, все четенько. Осталось вставить палец. Но пока мы его вставлять не будем, нам нужно сейчас сюда установить вот эту основную чугунную кочергу. Руки после литого такие липкие. Невозможно ни удержать ничего, ни болт нажимать. Еще и нос чешется, зараза. К сожалению, не могу крутить так. Жалко, конечно, чистые руки, но не привыкшие. Эта часть установлена. Сейчас подсоединю. Вот наша тяга. Но здесь проблем вообще не возникнет, потому что все подогнано профессиональным токарем. Вот, поэтому сейчас буду закидывать еще. Обязательно промажем все. Но перчатки, наверное, одену, иначе Галя опять будет ругаться. Даже не верится, что я только что пришпандорил последний вот там штифт. Казалось, что зашплинтовать будет легко, но, как выяснилось, это достаточно сложно в таких труднодоступных местах. В двух местах я расцарапал себе руки, но ничего страшного. Главное, что есть результат. После такого восстановления, я думаю, передачи будут переключаться, как знаете, у мужичка у этого с автобуса в Турции. Вот, так что Мазератти живет, и потихоньку мы его восстанавливаем. Сейчас опустим кабину и посмотрим, как наш будет рычаг работать. Как выяснилось, я неправильно вставил рычаг. Вот этот рычаг нам нужно перевернуть на 180 градусов. Потому что он уперся в панель, и я не смог закрыть кабину. Думаю, что за хрень упирается так? Вот бывает. И я сейчас вот вспомнил, что действительно у нас этот рычаг был вот так выгнут. Вот на передаче. Сейчас перекинем. Я здесь, правда, уже все зашплинтовал, блин. Ну, сейчас сделаем. Так, ну попробуем. Четенько, четенько, четенько. Ну, 3 диапазона вот я ловлю без проблем. В эту сторону тоже включается. Ну, как бы можно бы было чуть-чуть удлинить тягу, чтобы рычаг стал вот сюда. Потому что как бы хочется больше сюда включения. Но тем не менее. Для наших условий эксплуатации, я считаю, это отличный вариант. Да, если бы мы ездили на какие-то дальняки, да, было бы лучше и правильнее сделать вот эту болтанку, убрать в самом шаре. Но для наших условий эксплуатации, я считаю, это идеальное восстановление кулисы. Так что, друзья, огромное вам спасибо, что досмотрели эту серию до конца. Спасибо, что поддерживаете нас. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Не забывайте этого делать. А также не забывайте поставить лайк и написать комментарий в поддержку.
Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Крепчайшего здоровья и увидимся в следующих сериях. Всем пока.